Всем привет! В этой статье я хочу высказать необычную версию о древней истории Земли, которую поднимают достаточно редко. В последнее время я часто сталкиваюсь со спорами о машинной обработке в древности. Ученые выдвигают одни версии, альтернативные исследователи другие, и где правда, попробуй еще докопаться. Однако, есть одна небольшая категория фактов, которую вообще редко упоминают и рассматривают. На Земле находится огромное количество гор, ущелий, каньонов, долин и прочего, где можно встретить загадочные следы обработки в огромных масштабах. Если с небольшим отверстием в камне еще можно поспорить, то, когда мы видим гору, с которой сняли огромнейший кусок породы весом в тысячи или десятки тысяч тонн, тут объяснения заканчиваются. Можно все списывать на природные образования, эрозию и выветривание, но следов срезания гор и их обработки слишком много, прям как мегалитов на Земле. Некоторые следы настолько четкие и ровные, что при одном их виде вопрос про их естественное образование сразу отпадает. Здесь можно включить элементарную логику. Вот есть материал, и по его внешнему виду можно с большой точностью сказать, что с ним делали и каким инструментом. Можно легко определить, сломали ветку руками, разрезали пилой или отшлифовали на станке, каждое воздействие оставляет характерный след. В данном случае мы имеем дело с твердыми горными породами, которые не являются исключением. Присмотритесь к фотографии выше, по бокам можно рассмотреть характерные следы от машинного инструмента. Вот только сложно представить, каких он был масштабов. Некоторые горы после такой обработки почти блестят. Ну и опять мы видим характерные следы от инструментов. Хочу добавить один интересный момент, что мне иногда приходится работать с фотографиями реальной эрозии и выветривания. Так вот, там настолько все печально выглядит, что с этими следами их просто не сравнить. Посмотрите, насколько чувствуется разница. Учитывая масштаб проведения таких работ по всей Земле, меня это все навело на одну интересную мысль. Может, в древности Земля была огромным карьером для добычи каких-то ресурсов? Если подходить с такой точки зрения, то можно логически объяснить пребывание в древности на Земле другой развитой цивилизации. Возможно, у нас были редкие и ценные ресурсы, которые просто забрали и улетели дальше. В таком случае можно быстро объяснить многие спорные моменты в истории. Прилетела внеземная раса, обнаружила некие ценные ресурсы. Потом они завершили все необходимые приготовления, построили несколько баз, перевезли оборудование. Какое-то время они добывали все необходимые для них ресурсы в огромных масштабах, которые, судя по горам, нам даже и не снятся. Во время добычи ресурсов они могли либо столкнуться с нашими предками, либо их создать. Если верить мифам и легендам, древние боги нам помогли в развитии, поэтому скажем спасибо и на этом. Во время добычи им могло быть скучно, поэтому некоторые сооружения они могли строить для нас. Долго я искал это фото в нормальном качестве и нашел. Оно очень четко демонстрирует все мои слова. Люди в те времена не могли проводить такие сложные и точные работы на такой высоте. Сбоку мы еще видим отверстия, хоть они и отдалены, но их диаметр и качество обработки страшно представить. Прошло определенное время, их цивилизация могла добыть все необходимые ресурсы, или случилось нечто более важное, и они спокойно покинули нас. В итоге мы получили гигантский выработанный карьер и собираем остатки с него. Оборудование они забрали с собой, а некоторые сооружения и объекты могли остаться. Это и есть те самые мегалиты, которые мы находим по всей Земле. Вот такую интересную версию я предлагаю. Ее, конечно, нужно долго дорабатывать, искать и доказывать материальную базу, но я вижу смысл двигаться в данном векторе. Я утверждаю, что нынешняя цивилизация лишь тень ушедшей. Мы дети в сравнении с ними. Через промышленное оборудование прошлой цивилизации это доказать нельзя, так его просто утилизировали-переплавили. Например, после развала СССР алкаши рыли траншеи и кабеля и водопроводные трубы из-под земли доставали, чтобы сдать на пункт приема металла. А как же доказать?
А легко. Если ушедшая цивилизация была гораздо развитей нашей, то для функционирования ее индустриально-промышленного и металлургического комплекса тоже была нужна вся таблица Менделеева. И все изотопы элементов. А находятся почти все элементы периодической системы в горной породе и Земле. Значит, мне вам нужно показать масштабные следы изъятия породы со склонов гор, с поверхности Земли и из-под земли, а также следы переработанной пустой породы после ее обогащения на горно-обогатительных комбинатах прошлого. Этим и займемся. Буду использовать метод аналогии, так он очень нагляден. До XVIII века жилые дома строили почти исключительно из известняка. Для распила использовали передовые станки, на которых изготовляли идеальные параллелепипеды. В шов кладки из таких известняковых блоков вы не просунете лезвие. Вот фото дома в Крыму, первый этаж которого засыпан глиной на 3-4 метра, как во всех городах на территории бывшего СССР. В Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи все дома, которые утоплены в грунт на 3-4 метра, имеют кладку такого качества. Проходит 200 лет, и во времена СССР вот такая кладка из известняка считается очень неплохой кладку качеством, как на первом фото. Уже не применяют нигде. Это называется регресс. Теперь смотрим, в каких объемах и как долго на этой планете добывался известняк, основной строительный материал. На примере Крыма, так как я отсюда и местные пейзажи, и катакомбы натолкнули меня на правильный путь. Это из Кикермен. Вам безграмотные гиды расскажут, что это один из пещерных городов Крыма, где жили люди. На мой вопрос об этой колее мне сказали, что эта колея сделана колесами телег местной знати. Вот еще один пещерный город Крыма, Чуфут-Кале. А вот это современный крымский карьер по добыче известняка. С выпиленным помещением карьерщика. Видимо, там удобно инструмент хранить. Мысленно отправьте этот карьер в будущее на 20 тысяч лет. Примените к нему эффект ветровой и водной эрозии, и что вы получите на выходе? Правильно, еще один пещерный город Крыма. Колея на верхнем фото, как вы поняли, оставлена вагонеткой, на которой вывозили пиленный камень. Хотя, в постядерную эру, карьер — неплохое место для выживальщиков. Видимо, он использовался как защищенный городок. Идем дальше. В Крыму тысячи километров катакомб, в которых пилился известняк. Объемы просто запредельные. Причем официально заявляется, что камень добывался со времен древних греков, до нашей эры еще. Пилился ручными пилами и добывался зубилами с заступами. Я сходил на экскурсию в аджимушкайские каменоломни. К сожалению, не сделал фото. На потолке четко видно следы дисковых пил, причем толщина диска 4 мм. Диаметр диска примерно 2 метра, это хорошо видно на стенах, когда после пропилоблок отламывали, то в месте, в котором диск остановился, четко видно диаметр. Будете в катакомбах, обратите внимание. На этом фото, сделанном до революции, 1917 года, вы видите, что из известнякового склона аккуратно выпилен сегмент, на дне которого проходит железная дорога и построены дома. А теперь вскрываем манипуляцию. То, что вам подают под видом скал, каньонов и ущелий, есть не что иное, как карьеры. Как очень древние карьеры, так и относительно свежие. Итак, Крым, Белогорск. Белая скала. Это известняковый карьер. Стена образовалась в результате среза склона холма. У подножия стены характерная насыпь из известняковой крошки и некондиции. Дальше — больше. Видите этот проход, из которого изъяли массу известняка в Бахчисарайском районе? Его выдают за долину. Склоны известняковой крошки под стенами уже покрыты дубовыми лесами. На этом снимке населенный пункт. Он находится на дне древнего карьера. Но его называют долина, которую промыла река. Это бред. Наоборот, после этой горной проходки по дну карьера потекла вода из перебитого водоносного слоя или сюда завернул ручей, который раньше тёк по другому маршруту.
Это норма дня любого карьера. Река не может промыть стоящий на ее пути горный хребет. Он будет дамбой на ее пути. Многие из вас, кто в возрасте, видели в детстве ручьи, которые текут из небольшой вертикальной стеночки из известняка или другой породы. Вот за 40 лет этот ручей увеличил диаметр отверстия, из которого он вытекает. Ну что, масштабы камнедобычи в маленьком Крыму вас впечатляют? Забегая вперед, скажу, что это пока мелочи. На этой планете нет ни одного куба породы, наверное, на 100 метров вглубь по всей площади, который бы не был в свое время добыт, перемолот, пережеван и выброшен. Это не планета, это гигантский карьер, на котором самым варварским способом добывают всю таблицу Менделеева. А сейчас смотрите на фото и обращайте внимание на ярусное строение карьеров и рудников. Добыча железной руды на Лебединском месторождении открытым взрывным способом. А теперь я вам покажу горы, горные хребты, ущелья, каньоны в практически ненаселенных ныне местах с разными романтическими названиями. Часто они имеют название по имени некоего первооткрывателя. Неужели академики и профессоры от геологии и географии не видят этого? Версия про древний карьер начала распространяться вместе со снимками гор со странными следами, напоминающими машинную обработку. Первыми стали задавать вопросы местные жители и туристы, которым довелось своими глазами рассмотреть все странности природы. В скором времени за вопрос взялись более толковые исследователи, после чего появились версии о древнем карьере под названием Земля. Теперь я попробую выстроить логическую цепочку и показать такие примеры, чтобы у вас не осталось сомнений в данной версии. Начнем с того, что в древности существовала некая цивилизация, способная без особых проблем обрабатывать горы в промышленных масштабах. Это доказывается реальными примерами. К примеру, посмотрите на обработанные горы в Перу. Снимки ниже доказывают, что некая цивилизация действительно могла обрабатывать горы в древности в огромных масштабах. А на следующих снимках показана обработанная гора из диорита. Это, в свою очередь, доказывает, что древние технологии и инструменты позволяли работать с породами любой твердости без особых проблем. Есть наглядное место, где показана невероятная обработка горы с последующим созданием из нее загадочных объектов. Все это находится в Китае и нынче именуется Иншанским карьером. Существование китайских мегалитов прямо доказывает, что в древности существовали некие строители, способные работать с целыми горами. Причем вес их построек был запредельный даже для нашего времени. Недавно мне посчастливилось узнать про обработанные горы в Японии. Масштабы выработки поражающие, но ученые продолжают либо их игнорировать, либо искажать факты в пользу своих официальных версий. С одной стороны, сложно во все это поверить, а с другой, у нас есть множество фактов, которые прямо говорят о древней выработке. Часто люди в комментариях задают вопрос, мол, почему такая высокоразвитая цивилизация строила только из камня? Но ответ окажется очень прост, если выяснится, что Земля была всего лишь карьером. Вот представьте на секунду, если внеземная цивилизация обнаружила на Земле некие ценные ресурсы и решила заняться их добычей. Какое-то время они перекидывали сюда технику и строили нужные сооружения. После подготовки они забрали с наших земель ресурсы и улетели. Кажется фантастикой. А вы представьте нашу цивилизацию через какие-нибудь 500 лет. Вы думаете, мы не поступим так же, если обнаружим планету с ценными ресурсами, даже если она будет населена менее развитыми формами жизни? Сомневаюсь. В Америке уже наглядно продемонстрировали на индейцах, что в первую очередь власть интересует ресурсы, а уже потом все остальное. Поэтому я не отрицаю вероятности, что наша Земля может оказаться всего лишь опустошенным древним карьером. На этом все.